Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот пчелки по имени Жу. Такая игрушка получается в длину 23 сантиметра. Данная игрушка без пришивных деталей. Все деталечки ввязываются по ходу вязания. Туловище и голова вяжется одной деталью. Итак, давайте я вам расскажу, что нам понадобится для вязания такой малышки. Нам понадобится плюшевая пряжа. Основного цвета понадобится меньше половины мотка Гималая Dolphin Baby. Это в одном мотке 100 грамм 120 метров. На этот раз я буду использовать цвет под номером 80313. Для первой пчелки я использовала цвет под номером 80302. Желтый цвет под номером 80302, он более светлый. Этот такой понасыщенней. Далее нам понадобится для полосочек и для усиков пряжа темного цвета. На этот раз будет тоже более насыщенный черный цвет под номером 80311. Нам понадобится его совсем чуть-чуть. Для первой игрушки я использовала темный цвет под номером 80343. Он такой черно-коричневый. Эту пчелку мы с вами будем вязать. Она будет более такая яркая, насыщенных цветов. Для крылышек нам понадобится белый цвет, тоже совсем его немного нам нужно будет, под номером 80301. Для цветочка и для воротничка совсем чуть-чуть нам понадобится красного цвета, это у меня номер 80318. Неплюшевая пряжа черного цвета для вышивания бровей. Далее нам понадобятся крючки. Основной крючок у меня это под номером 5. Вспомогательный крючок, крючок-помощничек меньшего размера под номером 2. Ножницы. Нам понадобятся маркеры для отметки новых рядов. Но я использую вот такую вот ниточку неплюшевую. Мне с ней удобнее работать, чем с пластиковыми маркерами. Швейная игла и швейная нить для того, чтобы делать утяжечку на мордочке пчелки. Нам понадобятся глазки на безопасном креплении, блестящие, зеленого цвета, размер 14 миллиметров. Но пристегивала я их не этими крышками. Они оказались великоватые. Здесь гвоздик такой тоненький, узенький. Вот, и поэтому я пристегнула вот такими крышками. Правда, при таком креплении глазки в вязании не утопают, такими становятся выпуклыми. Поэтому я сделала утяжечку на мордочке у пчелки, и глазки так немножечко утопились и смотрится симпатично. Далее нам понадобится также на безопасном креплении носик. Я использовала такой вот маленький, лаковый. Размера точного я не знаю. Можно использовать бархатный, либо же просто вышить. И нам понадобится наполнитель. Итак, давайте приступим к вязанию. Перед началом вязания хочу обратиться к новичкам и гостям моего канала. Перед тем, как начать вязать, обязательно посмотрите два моих видео, одно из которых называется «Два способа вязания крючком плюшевая пряжа». В этом видео вы узнаете, каким способом и каким крючком вязать так, чтобы размеры наших с вами игрушек совпадали. И второе видео – это вязальное видео «Шпаргалочка». В этом видео вы узнаете, как наполнять голову игрушки наполнителем, чтобы она была устойчивой. И много других полезностей, которые вам пригодятся при вязании этой игрушки и при вязании всех остальных амигуруми игрушек. Ссылочки на эти видео я оставлю в описании под этим видео. Начнем наше вязание с вязания верхних лапок. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Итак, провязали первый ряд. В этом ряду у нас 6 петель. Следующий ряд второй. Вяжем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Вяжем 6 прибавочек подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. Новый ряд можно отметить маркером.
Следующие 3 ряда с 3 по 5 включительно вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд по счету 6. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида, 2 плюс 1 убавка. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. И повторим такую комбинацию до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 9. Провязали, новый ряд отметили, слегка наполним наполнителем, совсем чуть-чуть, чтобы ручка была такая приятненькая, мягенькая. Продолжаем наше вязание. Следующие 8 рядов вяжем без изменения. С 7 по 14 ряды включительно. В каждом ряду по 9 столбиков без накида. Провязали. Маркер можно уже снять. Еще немножечко добавим наполнителя, совсем чуть-чуть. Все, вот такая вот мягенькая ручка должна получиться. Складываем наше вязание пополам и вот эти вот 2 ряда провязываем вместе 4 столбиками без накида. 1, 2, 3. Крайний 4-й столбик без накида я провяжу крючком меньшего размера, чтобы он был более аккуратненьким. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь ручки. Итак, первая верхняя лапка или же ручка у нас готова. Вторую вяжем точно так же и переходим к вязанию нижних лапок, ножек. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 6. Следующий ряд у нас будет второй. В этом ряду вяжем 6 прибавочек подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд третий. Этот ряд мы будем вязать за задние стеночки петель. И вяжем такую комбинацию. 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Вяжем за одну стеночку 2 столбика без накида. И продолжаем чередовать 1 столбик без накида плюс 1 прибавка до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. 4 и 5 ряды. В каждом ряду по 18 столбиков без накида. И вяжем, как обычно, за обе стеночки петель. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 6. В этом ряду вяжем так: 5 столбиков без накида. 1, 2, 5. Далее вяжем 4 убавки подряд. Провязываем по 2 петли вместе за передние стеночки. И повторим так 4 раза. 4-я убавка. До конца ряда вяжем еще 5 столбиков без накида. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 14.
Отмечаем новый ряд. Следующий ряд по счету 7. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3. Далее также вяжем 4 убавки подряд. Первая убавка, 4-я убавка. До конца ряда вяжем 3 столбика без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 10. Вытянем слегка петлю и наполним наполнителем. Ножку наполняем чуть плотнее, чем ручку. Продолжаем наше вязание. Следующие 6 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. С 8 по 13 ряды включительно. Провязали. Маркер можно уже снять. Провяжем еще один столбик без накида, для того, чтобы было удобнее сложить наше вязание пополам и провязать вместе. Наполнителем наполняем ножку только вот эту вот нижнюю часть. Здесь наполнителя нету. Складываем наше вязание пополам и провязываем вместе 4 столбиками без накида. 2, 3. Крайний столбик вяжу как обычно, крючком меньшего размера. На конце у нас здесь 3 петли. Сначала подхватываем 2 петли, которые находятся друг напротив друга, протягиваем рабочую нить. Далее сверху заводим крючок в крайнюю петелечку, которая у нас без пары. Протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли. Провязываем их вместе. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик мы прячем вовнутрь ножки. Первая нижняя лапка у нас готова. Вторую вяжем точно так же и продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса «Пчелка Жу». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!